Отпадно выглядишь? Что это? Вообще я выбираю только самые лучшие вещи, самые лучшие места. Ты что так загадочно улыбаешься? Ну, ты почти похож на твои фотографии на сайте знакомств. Почти? Почти. Ну так, немножко, как будто бы ты давно не брился. Ну, я в барбершоп хожу вообще. А когда последний раз там был? Неделю назад. А что? Ну, у тебя борода быстро растет. Ну, как бы да. Растет быстро, да. Так, а как настроение твое? Ой, слушай, неделя бы такая сложная. Очень бы хотелось бы заехать куда-нибудь перекусить. Я понял. Ну, давай немножко пообщаемся. И потом, да, возможно, да, по дороге. Расскажи, ты кого ищешь вот на сайте знакомств? Какому мужчину себе хочешь? Друзья мои, всем привет! Хочу сказать вам одну вещь, которую в роликах никогда не озвучиваю. Ну, в принципе, в роликах я никогда к вам и не обращаюсь, потому что считаю, что YouTube формат не совсем подходит под это. В общем, я начал записывать свои мысли по поводу женских манипуляций, по поводу этих содержанок, какие-то вырезанные кадры, что там такое эдакое, которое все то, что за кадром. В общем, это все в моем телеграме. В общем, если ты любишь не только смотреть, но и мыслить, welcome в телеграм, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Я ищу серьезные отношения, мужчину, на которого я смогу положиться. Потому что я считаю, что мужчина — это опора семьи, мужчина должен зарабатывать деньги, чтобы хватало на него, на мои потребности, чтобы я себя чувствовала уверенно. Для этого мне нужно, чтобы у нас была классная квартира, мы могли путешествовать, не знаю, там минимум 2 раза в месяц. Там. В месяц? Конечно. Это куда? Ну, какая-нибудь там Золотые Анталия, например, ну так, как бы это. А потом, не знаю, там Мальдивы, Сейшелы. Охренеть, 2 раза в месяц? Это же очень... Ладно, 2 раза в год. Это же очень много. Это просто, а как работы там, ну, вот это какие-то дела делать? Слушай, я считаю, что молодой человек должен успевать все. А ты что должна? Я должна себя чувствовать хорошо, вдохновлять его, поддерживать, мотивировать. Так, и сколько он должен зарабатывать, по твоему мнению? Ну, слушай, я думаю, минимум лямчик в месяц. Лямчик? Конечно. Ну, смотри, как бы там. Вот ты сам сколько тратишь на себя в месяц? Ну, не знаю, 1200, может быть. Ну, маловато. И прям тебе этого хватает? Ну да, смотря у кого какие запросы. То есть мне не нужно там ноготочки какие-то, ну, там, не знаю, дорогие какие-то вещи покупать. Там в барбершоп сходил, там поесть есть, как бы сходил куда-то. Подожди, стоп. А вот что? Ну, там ты говоришь, тебе не нужны ноготочки, а твоей девушке же они нужны. Ну да, но я имею в виду, у меня нет вот таких прям трат, и как бы там покупать там каждый месяц там телефон там или еще что-то, ну то есть такие глобальные, там шуба какие-то, еще какие-то Ну, вещи. подожди, ну сейчас тебя нет, но как бы ты не планируешь это покупать девушке своей? Ну, смотря какие у нас отношения будут. Серьезные. Серьезные отношения и серьезные траты. А ты тогда сколько зарабатываешь, вот если ты так требуешь? Я сейчас 60 тысяч. 60 тысяч рублей? Да. То есть у тебя даже $1000 не выходит? Ну, слушай, как бы я думаю, что зарабатывать должен мужчина, а не я. Если я буду много работать, у меня не будет времени ходить на свидание, искать свою любовь. Я буду постоянно в работе, постоянно не в ресурсе и в минусовом вайбе. Ну, это смотря какая работа, просто смотрите, от мужчины требует, чтобы он получал $1 000 000 рублей, да, это примерно, почти $12 000, как бы, это очень много. А сама и 1000 не зарабатываешь, то есть несоразмерно как-то, не? Ну, подожди, я тебе сказал, я могу зарабатывать больше денег, но тогда я буду упахиваться на работе, там, 5-2 в страшном офисе, приходить домой в 9 вечера, уставшая, и все. И то есть я буду постоянно раздражаться. А почему в офисе именно, не знаю, можно какое-нибудь дело свое завести, бизнес открыть? Ну, я думаю, что с этим должен помочь мне молодой человек. Короче, он должен тебе помочь абсолютно со всем. Конечно. Вот все, просто все его задача. Конечно. Да? Ага. А ты сейчас, если не секрет, где работаешь? Я в салоне красоты.
и всего 60 тысяч рублей зарабатываешь? Ну да, я администратор. Моя задача как бы встречать людей, настраивать их на хороший лад, чтобы всем все нравилось. Вот, и я как бы сама стараюсь постоянно быть в таком настроении, чтобы там меньше грустить, меньше переживать, чтобы я была в состоянии плюс всегда. Я понял. А давно ты без отношений? В поисках давно? В поисках, наверное, полгода. Полгода, так. А что, до этого у тебя мужчина содержал тебя или что? Да. А Да, он меня что за... содержал. Почему разошлись тогда, раз он тебя содержал? Он был женат. Женат? Да, он был женат. Тебя это смущало? Смущало, и мы разошлись именно от почты того, что он обещал мне развестись еще год назад, но он так и не развелся. Короче, стандартно надул. Стандартно женатый мужик, который надувает женщину. Типа, я разведусь, ты только жди. Ну, я не знаю, как бы стандартно это не стандартно, но вроде бы как бы у нас все было серьезно. Мы там планировали свадьбу, смотрели кольца, планировали, как мы будем жить, там ездили смотреть дом. Вот, но мне не нравилось, что он не разводится. И мне не нравился мой статус. А вообще, ну как, по твоим принципам, то есть было нормально, что ну там типа он с тобой функционирует, потом идет к жене, с ней еще? Нет, мне это не нравилось. Поэтому я настаивала на том. Но мне дарил подарки, там, сумки. Мы с ним летали на Мальдивы. Мы с ним были в разных интересных местах. Ну, сказка закончилась. Ну, как ты понял, если бы она не закончилась, меня бы сейчас бы здесь не было. Ну, это да, в общем, он в итоге выбрал жену. Не перебил это все-таки я. Да, но я все-таки понимаю для себя мой уровень того, к чему я привыкла, и я очень хочу продолжить, наверное, жить в том уровне. А он тебе еще бабки давал, да, все дела, кроме подарок? Да, золотые кольца, серебро. Очень, ну, постоянно клал мне деньги на карту, потому что там я снимала классную квартиру, и он мне помогал ее снимать. Я понял. Так, сейчас ты ищешь именно такого же? Конечно. Но я тебе сказала уже, что как бы мне важно жить в том уровне, потому что плохо я могу жить и без мужчины. Окей, это просто логичный вопрос. А мужику это вообще зачем? Ну вот смотри, я зарабатываю деньги. Зачем я вот буду тебе вот там все отдавать? Что смысл? Ну, подожди, я тебе не говорю, чтобы ты мне отдавал все. Ты должен зарабатывать так, чтобы и я была счастлива, и ты был счастлив. Здесь нет задачи того, что я должна у тебя отбирать все твои деньги. Ну, я понял, ну хорошо, а ты будешь счастлив, там, я счастлив. А что взамен? Вот что ты можешь дать мне взамен, требуя вот это? Просто это достаточно высокая планка. А там 1 000 000 рублей в месяц, это очень много. Ну смотри, давай так, я считаю, что вам, мужчина, в принципе, когда вы одни, вам ничего особо не нужно. Тебе там, где там гель 3 в одном, и все. И тебе нужна, чем, я думаю, чем сильнее там девушка, тем, наверное, больше ты будешь зарабатывать денег. Как бы, если девушка от тебя ничего не будет хотеть, ну, как бы, ты ничего не будешь добиваться. Почему? То есть я без женщины вообще, по твоему мнению, ничего не добиваюсь. То есть пустое место. И только женщина мотиватор, правильно? Ну, по сути, да. Странно, очень много мужчин, и как бы, и вообще женщин сегодня есть, завтра нету, которые мужчины вот добиваются, и без женщины, женщина вообще тут ни при чем. Ну, слушай, давай мы Абсолютно. с тобой не будем это, всех мужчин приравнивать к нищебродам непонятным, поэтому смысла в этом никакого нет. Я понял. Нам с тобой еще долго ехать? Ну, я просто катаюсь, тебя слушаю. Как бы, мне некоторые вещи в твоих разговорах не нравятся. Что вот, я просто 1 000 000 рублей не получаю. А что тебе не нравится в моей речи? Не нравится подача, не нравится, что перво-наперво это нужно деньги. Вот, а не какие-то человеческие принципы, там, любовь, там, все дела. Так, ну подожди, любовь строится тогда, когда все в комфорте, все достатки. Ты как для себя видишь отношения? Любовь строится не в достатке,
А в чём? Финансы это... Хорошо, а в чем она строится? Второстепенно. Любовь строится, когда люди друг друга любят, они друг другу нравятся, у них какое-то есть уважение. Ну, ты имеешь в виду, что мы с тобой будем жить в какой-нибудь, не знаю, коробке, и будем друг друга любить, и все, а тогда что? Не, коробка тут вообще ни при чем. А как же досуг, а как же, не знаю, там, путешествия? Ну, 2 раза в месяц я не готов путешествовать, клянусь тебе. Жить так, чтобы, там, не знаю, там, когда нам с тобой будет там по 60 лет, мы там как бы все вспоминали, нам все с тобой нравилось. Но, я тебе говорю, во-первых, я 2 раза в месяц не готов путешествовать. Но это ты пока не готов. Это ты пока не готов. Это знаешь, раз. как бы, я думаю, тебе нужно просто с этой мыслью переспать. Возможно, у тебя не было такой девушки, которая тебе сказала, ты сможешь зарабатывать больше, ты сможешь жить другую жизнь, выйти на другой уровень дохода. Ну, такое. Ладно, я тебе немножко приукрасил. И, на самом деле, не 200 тысяч рублей я трачу в месяц на себя. Вот. А я зарабатываю 80 тысяч. Ты рассмотришь? Сколько еще? 80. Это шутка? Нет. Где-то тут камера есть? Какая камера? Нет никакой камеры. 80 тысяч, да. А ты где работаешь? Я продавцом в магазине. Продавцы же зарабатывают 250 минимум. Нет. Я вчера ходила на видео, там ищут менеджера по продажам на продавца. Там, по-моему, ставка была 200 тысяч. Ну, написать можно много. В общем, я зарабатываю 80. Как бы. Ну, я не знаю, мне кажется, Рассмотрим дальнейшее общение. Ты какой-то ленивый продавец. А ты как часто меняешь работу? Я там давно работаю. Кошмар какой. Ну, слушай, я думаю, что у нас с тобой ничего не получится. Ну, я так понял. Давай я тебя довезу до метро. Ну, давай. И ты даже такси продолжишь. не вызовешь мне. Ну, я 80 тысяч рублей зарабатываю, я каждую копейку экономлю. Ну, слушай, я думаю, что хотя бы там такси вызвать ты должен девушке. А почему? Ты же не моя девушка, почему я должен? Подожди, ты пригласил меня на свидание, просто покатал меня в каких-то ебенях. Да, потратил бензин на тебя. Ты не потратил на меня бензин, ты потратил на себя бензин. Я тебя развлекала, я пыталась донести до тебя важные мысли о том, что нужно зарабатывать, нельзя сидеть на месте. Мужчина должен быть добытчиком. Так, и что? Ну, как бы, так что ты не тратил на меня сейчас бензин. А мужчина, когда приглашает девушку куда-то, он обязан накормить ее, обязан вызвать ей такси. Своей бы девушке я бы вызвал такси. Ты не моя девушка, а как ты, бы, и что? Как девушка должна быть стать твоей девушкой? Ну, из-за такси, да, явно. Ну, не явно, это просто жест и уважение к девушке, например. Я понял. Ну, у меня другое мировоззрение, поэтому не подходим друг к другу. Ну, явно. Почему ты сразу, например, на сайте знакомств не пишешь, что я зарабатываю столько-то? Кто пишет на сайте знакомств вообще о заработках? Я ищу себе, там, не знаю, продавщицу из 5, чтобы построить себе счастливую жизнь. И тратишь время нормальных девушек, просто так. Вообще не понимаю. Ну да, вообще не подходим. Вообще не подходим. В принципе, да, не очень, поэтому сейчас ты уйдешь и будешь искать просто кого-то, кого хочешь. Ну, я тебе уже сказала, где тебе нужно искать твою девушку. Хорошо.